Ну, с чего же начать? Я не помню, когда впервые задумался об эмиграции. Не знаю, была ли это лично моя идея, или я вдохновился чьей-то историей, но я точно радовался всегда за тех, кто уехал и сделал это удачно. По России я тем временем переезжал довольно часто, менял школы, города, родился на Урале, пригодился в Москве. А в Штатах впервые оказался в 2012 году, выиграв поездку на работе. И мы проехали с восточного на западное побережье, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса на домах на колесах, путешествие мечты. И вы, наверное, слышали, что в Америке есть такое свойство, что это страна, которая влюбляет в себя с первого путешествия. Ну, очень многих. Я просто очень часто слышал в своем окружении истории, как люди оставались там в первой поездке work and travel или, не знаю, первая туристическая поездка. Если не оставались сразу, то по возвращению часто рассуждали на тему, что надо бы вернуться, возможно, стоит туда переехать. Ну и мне, конечно же, тоже было интересно, почему так устроено. Мне вообще свойственно такое копание в поисках фактора успеха какого-то. В Америке я тоже его искал. Но побывав здесь впервые, я, собственно, тогда и понял, насколько сильно эта страна похожа на нашу, что ли, на наш континент в целом, на Евразию. Америка, она такая же большая, разная, контрастная и одновременно привычная, понятная и новая. В 2019 году я развелся, в том числе из-за разных взглядов на иммиграцию. В 2022 я снова женился, и так уж совпало, что у моей жены сестра живет здесь, во Флориде, ну и, собственно, теперь и мы здесь. Я когда-то пообещал ей, что они обязательно встретятся, и в январе 2022 года мы подали документы на туристическую визу, хотя понимали, что, скорее всего, нас ждет отказ. Заявление мы подали через агентство в посольство в Праге, тогда уже в России посольство не работало американское, но в феврале 2022 года мы еще в Москве. Мы живем своей обычной жизнью, занимаемся своими делами, участвуем в протестах, презираем и сосуществуем с режимом Путина. 22 февраля я пишу пост в Инстаграм под впечатлением от беспомощного заседания Совбеза Путина, где становится ясно, что его там некому остановить, отговорить от того, что он собирается сделать. И утром 23 февраля мы просыпаемся от новости, то, что Россия напала на Украину. Оставаться в России становится невыносимо стыдно, обидно и просто унизительно. Не говоря уже об ощущении безопасности, защищенности или какого-то будущего. У нас собака и кошки, и мы только-только узнали, что для того, чтобы их вывести, нужно их сначала чипировать, потом после чипирования вакцинировать, потом после вакцинации подождать 21-дневный карантин. Так уезжаем мы только в конце апреля 2022 года. И уезжаем мы в Турцию. Потому что, как оказалось, не такой уж большой список стран, куда можно уехать с животными и без каких-то особых документов. И при этом в этой стране тоже пребывать достаточно долго. В Турции тогда очень хорошо давали ВНЖ, и мы получили свой ВНЖ в Турции на 1 год. В Турцию мы уезжаем, потому что собеседование на американскую визу в Праге у нас только в июле 2022 года. Мы понимаем, что ждать июля в России просто бессмысленно. Есть риск, что границы вообще закроют, и ни в какую Европу мы не выйдем, даже при наличии шенгенских виз. Как бы то ни было, визы тогда мы не получили. Но так или иначе стало понятно, что нужно искать другие варианты. И вариант перехода по земле, по наземной границе, казался тогда максимально диким и экстремальным. Но жена у меня, будучи более прозорливой, нашла тогда информацию о программе CBP One. Это специальная программа для желающих заявиться на политическое убежище и перейти по земле в США, не перелезая через забор, не переплывая на плотах морскую границу Мексики и США, а сделав это цивилизованно, назначив встречу. Схема такая, собственно, ты прилетаешь в Мексике ты скачиваешь специальное приложение и на протяжении нескольких суток, а именно ночей, ловишь свободные слоты на встречу с офицером на границе США. На словах все звучит достаточно просто, в действительности все чуточку сложнее, это как минимум неделя, а у некоторых 2 или 3 бессонных ночей в попытке поймать этот слот. Более того, каждый месяц что-то там меняется, обновляется. Программа появилась только в январе, первые люди только в январе прошли, в январе 23-го. Мы понаблюдали за теми, кто прошел первыми, посмотрели, что их истории вполне реальные, то есть это не вымышленная какая-то история, не мошенническая и не слишком, в общем-то, как оказалось, рискованная и достаточно цивилизованная. Тогда еще была эта очень модная история с тем, когда тебя задерживают в тюрьму, в этот детеншн, где ты там пребываешь, можешь сутки пробыть, а можешь даже несколько месяцев. На YouTube было куча видео про это.
Короче, нас эта история не прельщала, особенно моя жена, она такая маленькая и хрупкая, что, конечно, я не мог себе представить в голове, как мы вообще можем там оказаться. Тем более, что у нас животные, и, в общем, вариант ехать через тюрьму, это называлось, был для нас не вариант. Но благо, программа CBP One оказалась настоящей, оказалась рабочей. В марте 2023 мы уже оказались в Мексике, а именно в столице, в Мехико. Прекрасный, контрастный, очень интересный город. Собственно, там за 2 недели поймали слот, еще 2 недели ждали на него очередь, и через месяц в Мехико мы уже оказались в США, городе Браунсвиль, штат Техас. Так, ну что с работой? В России я долгое время работал по специальности юристом. Мне, на самом деле, достаточно быстро надоело, тем более, что, как мне кажется, не выдающимся юристом я был. Я плохо учился в академии и в юруслугах постоянно терзался синдромом самозванца. Мне кажется, это логично и наверняка многим из вас знакомо. Несмотря на то, что я достаточно неплохих карьерных успехов, как мне кажется, добился, мы даже с коллегами открыли собственную юридическую фирму, вошли в какие-то рейтинги, все равно через время я искал какие-то смежные проекты в смежных отраслях и постепенно ушел сначала в Legal Tech, а потом волей случая стал руководителем креативного агентства. В 2021 году мы с братом, собственно, по его инициативе открыли по франшизе пельменную в городе Екатеринбург. Она работает до сих пор, работает хорошо, мы открываем вот уже вторую точку. Я надеюсь, что этот бизнес будет там существовать, несмотря на все внешние раздражители, а мы пережили уже и ковид, и закрытие торговых центров, и уход крупных вендоров и операторов, сокращение трафиков, рост цен и все прочее, прочее, прочее. Но, несмотря на это, мы там существуем, выживаем и показываем невероятную стойкость. Как говорится, самое главное в ресторанном бизнесе – не закрыться в первый год. Мы не закрылись. Параллельно со всеми этими делами я очень увлекался презентациями, так как я был судебным юристом, я понимал, что уметь донести свою точку зрения, презентовать ее стороне – очень важный навык. И я всегда настаивал на том, что его нужно развивать и прокачивать. Собственно, это я помогал делать своим коллегам, за деньги, разумеется. Помимо этого у меня было еще хобби квизы, я очень любил ходить на квизы в Москве и в других городах, где бывал, познакомился с большим количеством интересных людей, которые делают квизы, которые также играют в квизы, также испытывают страсти к ним, как я. Ну и оказавшись в Турции, мне тоже очень хотелось продолжать играть. Стало понятно, что играть негде, учитывая, что жили мы в очень маленьком городке, город назывался Каш, в нем всего 6500 населения. Но русская комьюнити там в чате насчитывает больше 9000 человек, только тех, кто состоит в чатике в Telegram. Собственно, этот чатик стал одним из критериев, по которому мы выбрали вообще этот город, потому что стало понятно, что там можно ответов на большинство вопросов найти и, в общем-то, бытовые вопросы решить. Так мы в Турции организовали свой квиз, назвали его незамысловато «Самый умный квиз» или «Самый умный в каше», «Самый умный в городе» потом. Я понял, что можно менять название города и делать его в разных городах. У меня сразу же были такие амбиции, что этот квиз я хотел бы и я буду делать в других городах. Собственно, в Каше, в Турции, ему исполнился буквально недавно 1 год. Я, в свою очередь, делаю его здесь, во Флориде. Организация очень отличается. Один из вопросов в Инстаграме к этому видео было о том, как раз насколько по-разному делать эти квизы. Очень по-разному. Действительно, аудитории очень сильно отличаются в зависимости от городов, даже в рамках одной страны. А тут мы находимся не то что в разных странах, даже на разных континентах. Дело в том, что в Турции было большое русскоязычное комьюнити, но, кроме всего прочего, оно там очень цельное, единое. Там есть вот тот самый чат «Наши в каше», который очень круто организован его админом. С самого начала он за год вырос до вот этих показателей в 9000 человек. И, собственно, благодаря этому чату стало понятно, что у комьюнити есть запрос на подобного рода досуг, и можно делать этот квиз, несмотря на то, что такой городок маленький. Никакую франшизу я бы там запустить не смог, потому что для большинства франшиз этот город просто не подходит по своим критериям. Там нет больших баров, нет большого населения и вообще много чего нету. Но мы решили попробовать. Квиз получился, казалось бы, вроде бы такой кустарненький, но на самом деле очень душевный. На пике мы собирали по 200 человек в неделю. Тусовка была очень теплая. Мне всегда очень нравилась обратная связь. Самое главное, я сам кайфовал, потому что внезапно мне пришлось самому стать ведущим этого квиза. Как оказалось, я скучаю по публичным выступлениям, по выступлениям с микрофоном, и, собственно, квиз еще и это мое желание удовлетворял. Здесь, в США, русскоязычная комьюнити очень отличается, потому что здесь очень большой разброс по тому, кто когда приехал, кто где живет, ну и вообще территория здесь колоссальная. Здесь очень растянуты места обитания русскоязычного населения. Только по данным Фейсбука, когда настраиваешь таргетинг на территории радиуса
радиусом 80 километров, здесь всего 10 тысяч русских. Это, в общем-то, мало. Обычно в такой ситуации на большую аудиторию у квиза рассчитывать не приходится. При этом у русских нет каких-то постоянных мест дислокации, нету баров, где бы все пересекались или куда бы все ходили, и даже нету тех самых чатов, где бы все общались. Точнее, они есть, их много, и они маленькие. И более того, я решил, что нам надо делать свой. Благо, опыт Турции подсказывал, что есть понятный бенчмарк, понятно, что зачем делать, понятно, у кого спрашивать совета, потому что с администраторами того чата мы хорошо общаемся. Поэтому как с квизом сложилось так, что всегда были люди, которые могут подсказать, что-то посоветовать, также и с этим чатом. И поэтому мы, кроме того, что делаем квиз, еще делаем здесь это комьюнити местное, оно называется «Тампа Тут». Ну, посмотрим, что у нас получится. Я наполнен оптимизмом, но сохранять его все сложнее и сложнее. Почему Флорида? Когда я 11 лет ездил по США, собственно, я проехал по большому количеству городов и штатов, ну, относительно большому, для первого раза большому количеству, но они все были разные. Хоть я и был тогда в киношных Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, больше всего мне понравился тогда Чикаго. И только переехав сюда, я впервые услышал, чем же влюбляет в себя Чикаго. Говорят, у Чикаго очень правильный даунтаун. Он чистый, там крутые небоскребы, классная набережная озера Мичиган, парки. Супер классно организованный город с точки зрения урбанистики. Он в себя влюбляет. Он такой, как должен бы выглядеть Нью-Йорк. Вот очень картинно. Город очень живой, мощный, реальный конкурент Нью-Йорка по своей энергетике. Но я никогда с полной уверенностью не был готов сказать, что я бы хотел жить именно в нем. Когда я думал об эмиграции, я понимал, что у меня нет четкого представления, где бы я хотел здесь жить. Несмотря на то, что у жены здесь живет сестра, они на тот момент жили в Лос-Анджелесе. А из всех городов, в которых я побывал на тот момент, Лос-Анджелес мне понравился меньше всего. Он растянутый, шумный, грязный, не такой привлекательный, не такой красивый, как бы мне хотелось. И жаркий, самое главное, я терпеть не могу жару. Но так сложилось, что к моменту, когда мы уже сюда поехали, сестра моей жены переехали во Флориду. Смешно услышать от человека, который не любит жару, что он согласился на переезд во Флориду, но мне показалось интересно, потому что я никогда в этом штате не был, я о нем много слышал. Здесь легендарный Майами, город, который входит в топ-10 самых дорогих городов мира сейчас. Но мне повезло, и наша родня переехали не в этот вычурный Майами, а в маленький и очень привлекательный городок Тампа. Я о нем даже не слышал до этого. И переехать сюда для меня было как минимум интригующе. Но здесь оказалось действительно здорово. Но не так здорово, что всем стоит ехать только сюда, обязательно приезжайте сюда. Нет, это не та история. Но это действительно довольно благополучное и цивилизованное место, где, кажется, люди здорово уживаются с природой. Не говоря о том, что Флорида — это штат аллигаторов, тут еще полно всякой интересной живности, насекомых и птиц. Но не так, как в Австралии или в Африке. Особо опасных и агрессивных здесь все-таки человек погубил. В России я такого культурного соседства с природой нигде не ощущал. Ну, может быть, я недостаточно путешествовал, но здесь оно точно есть. При этом у Флориды есть один очень очевидный недостаток и очень очевидное достоинство, как минимум для меня. К недостаткам я отнесу, пожалуй, то, что это республиканский, или, как здесь говорят, красный штат. Губернатор этого штата Десантис достаточно одиозная фигура, пожалуй, второй по яркости после Дональда Трампа республиканец на текущий момент, который создает много инфоповодов и даже планирует баллотироваться на пост президента на грядущих выборах. Так как этот штат республиканский, здесь, кроме всего прочего, легализовано оружие и смертная казнь. Я, будучи пацифистом, не разделяю этих норм, но я здесь иммигрант, я здесь гость, поэтому, конечно же, уважаю это. Вместе с этим существенным преимуществом штата Флорида является то, что здесь очень выгодное налогообложение, потому что здесь, например, нет налога штата. То есть есть федеральный налог, а штат дополнительного налога не накладывает, в отличие, например, от той же самой Калифорнии, где находится Лос-Анджелес или Сан-Франциско, Кремниевая долина. Но бытует мнение, что здесь жизнь дешевле, причем сильно дешевле, чем в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах, которые известны среди русскоязычного населения. Ощущаю ли это как-то на себе? Ну, пожалуй, пока нет. Пока все мне кажется сугубо дорогим, но по той причине, что я совершаю ключевую ошибку любого иммигранта. Я пытаюсь конвертировать местные цены на свою валюту, будь то турецкие лиры или рубли. Делать этого категорически нельзя, потому что здесь совсем другое ощущение цен, потому что здесь совсем другие заработки. Этому я еще только учусь. Так, ну что же дальше? Возвращаясь к своему статусу здесь. Так как я перешел по программе CBP-1, мой статус довольно спорный. Потому что по общим признакам я пока просто приезжий, который нарушил пограничный режим, то есть въехал как-то в страну без визы. При этом меня нельзя назвать беженцем, потому что я еще не подавал документы на политическое убежище и на беженство, собственно. Но и нелегалом я не являюсь, потому что у меня есть все документы, дающие мне законно пребывать на территории США, как минимум до марта 2024 года.
Вместе с этим я уже получил местное водительское удостоверение, у меня есть права штата Флориды. Недавно я получил Social Security Number, это, в общем-то, ключевой документ, без которого здесь вообще ничего невозможно сделать, ни симку купить, ни интернет подключить. В своем этом статусе мы можем получать разрешение на работу или открывать юридические лица. И примечательно, что в таком статусе здесь живут очень многие и живут достаточно долго. И вместе с этим умудряются покупать дома в ипотеку, не знаю, машины, детей рожать, отправлять их в школу. Легализуются ли они когда-то? Ну, наверное, легализуются, но некоторые живут по 6-8 лет и, в общем-то, в этом статусе пребывают. Пожалуй, самое существенное и ключевое ограничение для меня – это то, что я не могу отсюда выехать без последствий. То есть я не могу отсюда выехать в этом статусе так, чтобы потом мочь вернуться в США. Но даже с этим ограничением я имею возможность выстроить как-то свой план, свою стратегию здесь, чтобы со временем легализоваться, получить грин-карту, а потом уже и гражданство, и спокойно перемещаться по всему миру. Но есть один важный момент, который я осознал почему-то только здесь. Дело в том, что иммиграция, а именно переезд в США, было одной из моих ключевых мечт. И, собственно, оказавшись здесь, я понял, что очень большая часть моих мечтаний, она, в общем-то, на этом остановилась. То есть я дальше не мечтал, к такому жизнь меня не готовила. И я понял, что все мои прежние занятия и действия вообще были направлены на то, чтобы иммигрировать сюда, в США. То есть я пытался заработать какие-то деньги, чтобы переехать, или осваивал профессию, которая могла бы пригодиться не только в России, но и вообще по миру. Ну, не такая, как юрист, как вы понимаете. И вот я здесь. Передо мной сейчас встают новые вопросы, новые задачи. Что же делать дальше? О чем мечтать? Куда стремиться? Не было ли эскапизма в этом решении, в попытке решить все свои проблемы, просто уехав на новое место? Думаю, у меня уже есть ответ на эти вопросы. Многие из них становятся все конкретнее день ото дня, а некоторые просто отпадают. Я вот могу сказать, что мне вообще-то нравится записывать такие видео, например, делиться с вами в каком-то таком формате, или, может быть, там в Инстаграме, в Reels, в любом другом формате, где вам было бы интересно слушать мое мнение, а мне было бы интересно им делиться. А если этот рассказ вам как-то поможет принять свои ключевые решения или сформулировать четкие вопросы, то я буду совсем рад. Пишите их здесь или просто обсуждайте со своими близкими. А я буду тут, рядом.